Привет, армия. В последнее время социальные сети переполнены злобными комментариями в адрес Чингука, и наблюдать за их бесконтрольным распространением поистине непостижимо. Происходящее – это не недопонимание или чрезмерная реакция фанатов, это, скорее, серия слухов, созданных с целью его опорочить. Каждое сообщение, кажется, направлено на то, чтобы навредить его имиджу как артиста, но и его репутации как человека. Это удивительно, ведь те, кто следит за ним годами, знают, что он всегда уважительно и внимательно относится к окружающим. На протяжении всей своей карьеры Чингук демонстрировал непоколебимую преданность делу. Он начал работать в очень юном возрасте, но при этом сохранял профессиональный и ответственный подход. Он дисциплинированно и последовательно направлял свой талант. Его присутствие в индустрии сыграло ключевую роль в демонстрации ценности корейской культуры миру, сделав его вдохновляющим примером для подражания для миллионов. Поэтому поистине тревожно видеть, как распространяются теории, искаженные комментарии и беспочвенные обвинения, многие из которых повторяются теми, кто даже не знает источника информации. Болезненный аспект этого явления заключается в том, что оно образует бесконечный цикл, интерпретации продолжают множиться без какой-либо проверки. Несмотря на давление, вызванное этой ситуацией, Чингук неизменно демонстрирует твердое, но спокойное поведение. Даже в самые напряженные моменты он сохраняет свою зрелость. Именно поэтому отсутствие четкой реакции и поддержки со стороны его агентства вызывает такую тревогу. Многие фанаты считают, что организация, которая годами получала пользу от его упорного труда, должна была принять решительные меры, чтобы остановить продолжающуюся клеветническую кампанию. Многие считают, что Чингук дал больше, чем ожидается от любого молодого артиста. Он пожертвовал личным временем и частью своей жизни, чтобы достойно представлять свою страну и группу, поэтому отсутствие институциональной защиты кажется несправедливым. В этой стрессовой обстановке близкие отношения между Тэхёном и Чингуком стали эмоциональным якорем для многих фанатов. То, как они поддерживали друг друга на протяжении многих лет, служит напоминанием о том, что Чингук окружен людьми, которые действительно знают его вне слухов и предрассудков. Речь не о навязывании истории, речь о признании того, что их динамика была важной частью их личного и профессионального роста, о том, как они уважают друг друга, поддерживают друг друга на сцене и за ее пределами, и как они выстроили доверительные отношения со временем. Это помогает фанатам помнить, что он не один. Вот почему многие фанаты надеются, что Чингук подаст в суд не из мести, а для того, чтобы установить границы в отношении его продолжающегося токсичного поведения. Они надеются, что распространение дезинформации будет ограничено, что его подверженность публичным нападкам уменьшится, сообщество, которое поддерживает его, не ищет конфронтации. Они просто хотят справедливости, ясности и пространства для того, чтобы Чингук мог продолжать расти без лишнего бремени. Тяжело видеть, как Тэкук до сих пор не может естественно выразить свои чувства, хотя их отношения давно находятся в центре внимания, они продолжают находить тактичные, но понятные способы передать то, что они не могут сказать вслух. Когда Тэхён чем-то делится, это никогда не случайно. Пост о первом снегопаде привлек внимание не только своей красотой, но и точным местоположением. Изображения соответствовали местности возле дома Чингука, эта связь не осталась незамеченной теми, кто привык читать молчаливые жесты пары. В этом есть больше, чем кажется на первый взгляд. Их визуальное общение всегда передает то, что они не могут сказать. Уличные украшения в постах Тэхёна не привязаны к сезону. Это подкрепляется старым видео ютубера, показывающего дорогу к новому дому Чингука, когда он еще строился. Те же украшения уже были там, это подтверждает, что Тэхён точно знал, где он находится, и в Корее первый снегопад имеет особое значение. Этот момент символичен для пар, знак судьбы и единения, поэтому пост Тэхёна нельзя считать простым совпадением. Поэтому пост был не просто фотографией, это было символическое послание. Для многих совпадение времени, места и традиций было доказательством их связи. Если Тэхён решил поделиться моментом первого снегопада из места, связанного с Чингуком, то это было потому, что он хотел оставить четкий след, личное послание, которое не нужно было объяснять словами. Отношения Тэхёна и Чингука всегда были отмечены мелкими деталями. Когда Тэхён опубликовал этот снежный момент, он оставил послание, которое могли понять те, кто следил за их динамикой. Его спокойный, размеренный и прямой стиль делал каждый пост значимым, и это совпадение было слишком своевременным, чтобы его игнорировать.
Сам Чингук был более сдержан, но его жесты и решения часто совпадали с жестами и решениями Тэхёна, и хотя они не говорили об этом, было ясно, что этот момент имел значение для них обоих. Тэкук продемонстрировал, что их общение выходит за рамки публичных заявлений. Этот новый жест подтвердил то, что многие уже чувствовали. Они оставались связанными, поддерживали близость и продолжали делиться важными моментами, даже когда мир не мог их видеть. Их способ самовыражения был тонким, но понятным любому, кто обращал на них внимание. Чингук не всегда выражал все напрямую, он говорил своими действиями. Небольшие жесты, почти безмолвные решения, простые детали, которые раскрывают то, что в их сердцах. Поэтому тем, кто следит за динамикой Тэкука, ему не нужно ничего объяснять. Знаки говорят сами за себя. Со временем у этих двоих выработался особый способ быть настоящими друг для друга. Их отношения не требуют никаких показных церемоний или громких заявлений. Потому что их близость растет из доверия и комфорта. Эти жесты не повторяются с кем попало. Именно это делает их взаимодействие особенным. Чингук не ведет себя так ни с кем, кроме Тэхёна, и Тэхён тоже, есть определенная манера, которой он ведет себя с Чингуком, которая не очевидна ни с кем другим. Это позволяет поклонникам легко узнавать их безмолвный язык, без слов. Близость возникает естественно, просто и неизменно с самого начала. И в этом заключается уникальность их динамики. Близость, которая никогда не принуждается, не предназначена для публичного восприятия, но всегда кажется искренней. Когда мир слишком шумный, когда слухи заглушают реальность, когда мнения пытаются переписать их жизнь, Тэхён и Чингук вместо этого показывают, что есть небольшое пространство, которое принадлежит только им, пространство, которое они продолжают охранять. Пространство, которое доказывает, что отношения, которые действительно долговечны, это не те, о которых заявляют, а те, которые взращиваются в молчании. Во многих случаях эти отношения были для поклонников лучом света, напоминанием о том, что то, что построено искренне, нелегко потерять, что связь, рожденная долгим путем, не разрушится из-за сиюминутного мнения. Они выдержали критику, давление общественности, расстояние и жесткие графики, но каждый раз, когда буря утихает, эти маленькие знаки всегда возвращаются, напоминая им, что они по-прежнему заботятся друг о друге. В конце концов, дело не в том, как их интерпретирует мир, дело не в том, во что верят другие, дело в том, как два человека растут вместе, давая время построить доверие между собой. Когда Чингук сталкивается с несправедливыми слухами, когда внешний шум пытается оттолкнуть сочувствие, небольшой кусочек динамики, которую они так долго выстраивали, всплывает на поверхность. Кусочек, который словно шепчет «он не один». Вот почему для многих поклонников тот первый снегопад был не просто постом, он был напоминанием о том, что под всем этим давлением есть кто-то, кто тихо держится от них на расстоянии, кто-то, кто знает, где они находятся, кто выбирает присутствовать таким образом, чтобы ненавязчиво, но всегда вовремя. И для Чингука, который выражает больше через действия, чем через слова, есть определенное утешение в осознании того, что все еще есть кто-то, кто понимает его язык. Со временем цикл слухов может никогда по-настоящему не прекратиться, мир будет продолжать требовать объяснений, мнения будут продолжать меняться, но есть вещи, которые никто не сможет у них отнять. Отношения, построенные на постоянном доверии, неподдельный комфорт и то, как они сближаются, даже когда камеры выключены. В конечном счете, фанаты надеются только на одно, чтобы Чингуку дали возможность жить спокойно, чтобы он оградил себя от ненужного шума и чтобы его по-прежнему окружали люди, которые действительно его знают, включая Тэхёна, который всегда рядом по-своему. И, возможно, за всем этим скрывается более важный урок. Правда не всегда кричит. Иногда она шепчет в маленьких жестах, в первом снеге, выпавшем в неожиданном месте, в тихих шагах, которые идут бок о бок, хотя и невидимо, в выборе двух людей оставаться на связи, даже если мир пытается их разлучить. Потому что, в конце концов, самые долговечные истории – это не те, что навязаны чужаками, это те, которые они пишут сами, с помощью мелких деталей, которые говорят громче любых слухов. И для тех, кто действительно внимателен, эти истории всегда одинаковы, тихие, честные, последовательные и никогда не перестающие развиваться.